Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о методах количественной диагностики клеща ворова. Тема количественной диагностики заклещенности сейчас актуальна как никогда. А главным образом это вызвано увеличением случаев возникновения резистентности клещей ворова к акарицидным препаратам. И в первую очередь это вызвано двумя причинами. Первая причина – это появление на рынке препаратов сомнительного качества, а иногда и просто подделок под известные бренды. Бороться с этим непросто, но можно. Позволю себе перефразировать слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова. Не берите препараты непроверенных производителей, непроверенные практикой и у непроверенных поставщиков. Вторая причина возникновения резистентности – это появление на рынке огромного количества препаратов от воротоза с одинаковыми действующими веществами. То есть названия препаратов разные, а действующие вещества одни и те же. И вот на этом фоне мы наблюдаем бессистемное, а иногда и просто бездумное использование акарицидов. Бессистемное и бездумное – это не совсем слова-синонимы. Это два разных подхода в использовании препаратов. В бессистемном случае люди меняют препараты так, чтобы через какой-то определенный разумный с их точки зрения период использовались препараты с разными действующими веществами. Количественную диагностику при этом никто не делает, потому что или нет времени, или не хочется, или то и другое вместе взятое. Но люди отчетливо понимают, отдают себе отчет, что действующие вещества менять надо. Поэтому в этом случае можно достаточно длительное время эффективно избегать резистентности клеща, так как в этом подходе все-таки есть понимание сути процесса. Но рано или поздно без количественной диагностики все равно резистентность будет развиваться. Второй подход борьбы с клещом я называю бездумным. В этом случае меняются не препараты с разными действующими веществами, а меняются препараты, у которых просто другие названия. При этом во внимание не берется действующее вещество препарата. Может, для кого-то это прозвучало дико нереально, такая ситуация. Но я сам лично неоднократный свидетель таких случаев. Я, кстати, об одном таком кричащем случае неправильного применения препаратов, когда чередовались препараты с разными названиями и одним и тем же действующим веществом, рассказывал в своем предыдущем видеоролике. То есть в этом случае люди понимают, что если использовать один и тот же препарат, то будет возникать резистентность у клеща. И они даже чередуют применение препаратов. Но чередуют не изменение действующего вещества, а чередуют названия препаратов, в которых одно и то же действующее вещество. То есть действуют по принципу «меняем шило на мыло». Например, байварол меняют на антивара, антивара на варафарм и так далее. А тот момент, что во всех этих препаратах одно и то же действующее вещество флуметрин, то это непонятно по какой причине не берется во внимание. Вот такой подход я и называю бездумным. Вред в этом случае, конечно, колоссальный, потому что такой подход есть не что иное, как фабрика по выведению клещей, резистентных к акарицидам. Это есть диверсия, хоть и бессознательная, и не только по отношению к самому себе, но и диверсия по отношению к соседним окружающим пасекам. Представьте себе, что ваша пасека стоит рядом вот с таким коллегой. И хотя вы здесь как бы и ни при чем, но даже если вы будете делать все правильно, а сосед на рядом стоящей пасеке вот таким образом, то вас это тоже очень сильно затронет. В скорости на вашей пасеке тоже появятся клещи, резистентные к акарицидам. Эту тему я еще подробно раскрою в одном из последующих видеороликов. А сейчас давайте опять вернемся к количественной диагностике, так как вы уже поняли, насколько это важно. Данную ситуацию надо исправлять. Причем каждый пчеловод должен принять участие в борьбе с недопущением возникновения резистентности клещей. Иначе рано или поздно это незнание или непонимание других ударит по каждому из нас. Ведь резистентные к акарицидам клещи с близлежащих пасек, где есть бессистемное чередование противоклещевых препаратов, рано или поздно
попадут и на наши пасеки. Так что незаметно одному отсидеться в кустах не удастся никому. Как в идеале надо бороться, чтобы предотвратить развитие резистентности? В принципе, теоретически все очень просто. Внимание, ключевой момент этого видеоролика. Первое. Надо чередовать использование препаратов с разными действующими веществами на основании количественной диагностики заклещенности. То есть это должна быть не качественная диагностика по принципу есть клещ, нет клеща или много-мало, а надо знать точное количество клеща с точностью до одной особи до и после противоклещевой обработки. И второе. Это одновременная и согласованная борьба с клещом на пасеках во всей округе. Это идеальный вариант. Только при таких подходах вы сможете принять вовремя правильное решение о необходимости ротации того или иного акарицидного препарата. И эффективность акарицидов будет оставаться на высоком уровне очень длительное время. Методов количественной диагностики заклещенности достаточно много, но я остановлюсь на самых наиболее у нас распространенных методах. Их существует несколько. Метод первый. Надо взять миску с белым дном и кусок стекла. Открыв улей и вытащив рамку из средины улья, в миску стряхивают порядка сотни пчел, следя за тем, чтобы туда не попала матка. Миску накрывают стеклом, улей закрывают и опять же еще раз проверяют, не попала ли туда матка. Затем, сдвинув чуть-чуть стекло, в миску заливают горячую воду, в которую предварительно добавляют немножко стирального порошка или питьевой соды. Размешав пчел с водой, их вынимают, а на белом дне миски подсчитывают количество опавших клещей. При подсчете процентного соотношения клещей к пчелам надо учитывать время проведения данной операции. Если в семье есть печатный расплод, то на дне миски будет приблизительно 30% клещей от их общего количества. А если определение заклещенности проводить поздней осенью, то тогда весь клещ будет на пчелах. И данные будут, конечно же, более точные. Второй метод. Это вообще, конечно же, варварская методика. Суть данного метода заключается в постепенном подогреве пчел в воде. Проба состоит из пчел каждой рамки. Проба отбирается в полулитровую банку. Приблизительно с каждой рамки набирают по 30 пчел, потом берут кастрюльку, наливают холодную воду, приблизительно 300 мл. Пчел в банке стряхивают, банку переворачивают в холодную еще воду. Вода нагревается постепенно, и при температуре 40-50 градусов клещи отделяются от пчел. Воду постепенно доводят до кипения, выливают содержимое кастрюльки в тарелку и подсчитывают пчел. Клещи остаются на дне тарелки. Если подогревать воду очень быстро или вообще сразу пчел бросить в кипяток, то клещи, которые находятся между стернитами, не успеют оттуда выбраться, и подсчет будет неправильным. Автор утверждает, что метод очень точный, очень маленький процент погрешности. Не знаю, как на меня это действительно жестокая методика. В этом плане я суеверный. Как-то рука не поднимается, чтобы своими руками уничтожать своих же пчел. Третий метод – это определение заклещенности при помощи сахарной пудры. Ничего сложного в данном методе нет, но он тоже достаточно трудоемкий. Для этого берут банку с крышкой твист. Это та банка, которая закручивается. Вырезают отверстие в крышке, так чтобы по периметру оставался где-то 1 сантиметр. И сверху прикрепляют сетку. При помощи клея, момент, например, или какого-то другого клея. Потом высыпают пчел в банку объемом миллилитров 800 и добавляют в нее 2 чайные ложки сахарной пудры. Крышку банки прикрывают чем-то, например, листом бумаги или какой-то там тряпкой, и банку встряхивают в течение минуты, чтобы пчелы хорошо опудрились. И дают постоять 2-3 минуты. Опять встряхивают и опять дают постоять 2-3 минуты. Затем берут тарелку, наливают холодной воды и банку поворачивают сеткой вниз и начинают трясти. Клещи падают. Поставили банку, подождали немножко и опять потрясли. И так надо сделать несколько раз, пока клещи падают. Потом воду в тарелке перемешивают, чтобы пудра растворилась. Клещи будут плавать сверху и горизонтально, и вертикально. Пчел по окончании исследования возвращают в улей. В этом случае пчелы уже остаются живыми.
это уже лучше. И вот, наконец, как и обещал ранее, представляю на ваше рассмотрение достаточно оригинальный метод диагностики, что называется вишенка на торте. Это метод количественной диагностики заклещенности, который мне очень понравился. Метод, еще раз подчеркиваю, очень оригинальный и в то же время очень простой. Давайте его рассмотрим и при этом, как говорил один известный политик, оцените красоту игры. Для этого берется коробка от DVD-диска. В эту коробку набирают пробу пчел. Расстояние между стенками коробки где-то около 5 мм. И пчелы будут находиться в одной плоскости. То есть они не имеют возможности перевернуться. Затем набрали пробу пчел и фотографируют пчел в коробке на фоне белого листа бумаги с одной стороны, а потом переворачивают и фотографируют с другой стороны. Пчел потом обратно выпускают в улей, а полученные фото просматривают на компьютере и определяют визуально, где есть клещ, а где нет. Это очень удобно, эффективно и самое главное, что пчелы остаются живыми. Ведь надо учесть еще то, что для проведения диагностики заклещенности с одной семьи при помощи данного метода необходимо взять для исследования около 1000 пчел. Это достаточно много, если учесть, что за свою жизнь одна пчела приносит около 2 граммов меда, то это получается около 2 килограммов, если я правильно сосчитал. Можете пересчитать сами. Но в этом случае, подчеркиваю, в отличие от первого и второго методов, все пчелы остаются живыми. И мы не потеряем ни достаточно большого количества меда и безжалостно не уничтожим такого большого количества пчел. Ведь то, что жалко пчел и меда, это одно. Но здесь еще и фактор суеверия. Как на меня вот так вот взять и своими руками уничтожить такое количество пчел, которые изо всех сил стараются и фактически, что называется, и днем и ночью носят мед для тебя, это выше моих сил. Вот так взять и уничтожить, даже для пользы дела. Да и для других, думаю, пчеловодов это тоже очень даже и непросто. Поэтому, когда я впервые узнал об этом методе диагностики при помощи DVD-диска, то был, конечно же, очень сильно и радостно впечатлен и оригинальностью, простотой, быстротой и эффективностью этого метода. Очень надеюсь, что вам этот метод тоже понравился. Но если у кого-то из вас есть в запасе еще и другие методы, такие же простые и эффективные, то поделитесь, пожалуйста, ими. Ведь, во-первых, все оригинально и просто, поэтому такие методы или уже есть, или еще будут. А во-вторых, кто поделится, тому вернется это старицей. Ведь чем меньше будет резистентность у клещей к вароатозу, тем лучше будет нам всем, в том числе и тому, кто поделится. Существуют, конечно же, и другие методы количественного определения заклещенности пчел вароатозом, но они менее распространенные. И всех их, как и первые 3 метода, детально рассмотренные, объединяет одно. Они достаточно трудоемкие, и их реализация занимает много времени. Поэтому многие пчеловоды и не любят делать количественную диагностику заклещенности. Итак, проанализировав все вышеизложенные факты и аргументы, можно с уверенностью сказать, что количественная диагностика степени зараженности пчел вароатозом – это один из стержневых моментов в борьбе с возникновением резистентности у клещей к акарицидным препаратам. А если еще при этом использовать и современные высокоэффективные методы диагностики, то это перестает быть настолько трудоемким и затратным по времени процессом, без которого, к сожалению, обойтись совершенно нельзя. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим пчелам, и до новых встреч!